Эти ориентировки появились с разницей всего в 3 дня. Сначала родители искали своего сына, а потом этого же человека начала искать полиция. Но уже совсем по другой причине. 2 августа 2023 года. Воронеж. Обычный спальный район. Многоэтажка на улице Лидии Рябцевой. На часах около 11 вечера. Курьер поднимается на нужный этаж и неожиданно замечает на лестничной площадке девушку. Она лежит возле собственной квартиры. Вокруг кровь. Помочь ей уже невозможно. Но самая страшная деталь находится совсем рядом. За закрытой дверью сидит 9-летний мальчик. Он ждет маму, которая обещала быстро сходить за чипсами и вернуться через несколько минут. Проходит время. Дверь так и не открывается. Мальчик берет телефон и отправляет сообщение: «Мама, вернись». Но он еще не знает, что адресат уже никогда не прочитает это сообщение. Следователи устанавливают личность погибшей. Ей оказывается 28-летняя Алина Бедашко. Фитнес-тренер, молодая мама и человек, который совсем недавно решил начать новую жизнь. Несколько лет назад Алина переехала в Воронеж. Нашла работу. Пошла учиться на массажиста. И мечтала открыть собственную студию. Со стороны казалось, что у нее все начинает получаться. Даже после развода. Она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Они спокойно воспитывали сына. Без скандалов. Без конфликтов. И никто тогда еще не думал, что совсем скоро мальчик останется без матери. В свободное время Алина все же пыталась устраивать личную жизнь. И именно так. В феврале 2023 года в ее жизни появляется новый человек. 25-летний Андрей Коченков. Обычный парень. Работал кровельщиком. Жил вместе с родителями. И на первый взгляд ничем не выделялся. Но знакомство быстро перерастает в ухаживание. А затем и в отношения. Андрей буквально засыпает Алину вниманием. Букеты цветов, подарки, сообщения с самого утра и десятки стикеров в мессенджерах. Однажды он даже оставляет возле ее двери любимый шоколадный торт. И это срабатывает. Алина постепенно начинает отвечать взаимностью. Со стороны все выглядело вполне обычно. Молодая мама, амбициозная спортсменка и простой рабочий парень. Первые месяцы проходят спокойно. Они проводят время вместе. Гуляют. Знакомятся ближе. И никто тогда еще не замечает тревожных сигналов. Но маска идеального мужчины держится недолго. Очень скоро внимание превращается в контроль. Сначала Андрей начинает следить за ее социальными сетями. Ему не нравятся чужие лайки, комментарии и даже обычные реакции друзей. Любая мелочь становится поводом для скандала. Он требует объяснений, обижается, перестает разговаривать, а затем снова возвращается, будто ничего не произошло. Постепенно контроль выходит за пределы интернета. Теперь телефон Алины разрывается уже не от комплиментов, а от вопросов. «Ты где? Почему не отвечаешь? С кем ты сейчас?» И таких сообщений становится все больше. Но самое странное начинается после ссор. Вместо разговора Андрей выбирает другую тактику. Он может уйти ночью под дождь и бродить там несколько часов, надеясь, что его начнут искать. Или просто сидеть на полу возле кровати, молча смотреть в одну точку и ждать, пока его начнут жалеть. Такие эмоциональные качели быстро выматывают Алину. Все больше сил уходит не на работу и не на сына, а на человека, который постоянно требует доказательств любви. В какой-то момент терпение заканчивается. Алина делает скриншоты переписок и отправляет их матери. В сообщениях она признается,
что больше не может так жить, что устала и хочет поставить точку. Решение принято окончательно. Будущего с Андреем она больше не видит. 29 июля 2023 года. У Алины день рождения. И именно в этот день она решает закончить отношения. Разговор происходит прямо у нее дома. Но спокойно расстаться не получается. Андрей неожиданно начинает требовать деньги. Все деньги, которые якобы потратил на нее за 5 месяцев отношений. Ситуация быстро выходит из-под контроля. Алина понимает, что одной ей уже не справиться. Она звонит бывшему мужу, просит приехать и помочь разобраться. Александр сразу садится в машину и едет к ее дому. Поднявшись в квартиру, он впервые видит Андрея лично. Алина объясняет, что произошло. Рассказывает про скандал, про угрозы и про требование вернуть деньги. И тут происходит очень показательный момент. Андрей моментально меняется. Никаких криков, никаких угроз, никаких разговоров. Он просто молча выходит из квартиры и уходит. Казалось бы, конфликт закончился, опасность позади. Но это было совсем не так. Позже следователи восстановят удаленные сообщения Алины и увидят фразу, которая многое объясняет. Он требует денег и угрожает мне. Я не знаю, что делать. И тогда никто еще не понимал, что до трагедии оставалось всего несколько дней. Наступает следующий день, 30 июля 2023 года. Алина решает больше не откладывать этот разговор. Она сама звонит Андрею и еще раз говорит ему прямо. Между ними все кончено. Никаких вторых шансов больше не будет. Разговор длится всего несколько минут. Но именно после него Андрей исчезает. Он перестает отвечать на звонки, не выходит в социальные сети и словно растворяется. Через некоторое время родители начинают волноваться. Сын не приходит домой. Телефон выключен. И никто не знает, где он находится. Они обращаются в полицию, пишут заявление. И вскоре по Воронежу появляются первые ориентировки. На фотографиях улыбающийся парень, которого очень ждут дома, которого ищут родители и которого просят помочь найти добровольцев. Но следователи позже придут к выводу. Это исчезновение было не случайным. Андрей специально уходит в тень, обрывает все контакты и делает все, чтобы самому выглядеть жертвой обстоятельств. Ведь кто станет искать преступника, если его самого уже ищет вся область? Пока родители расклеивают ориентировки, он продолжает находиться рядом, наблюдать, следить. Возвращаемся к вечеру 2 августа. Именно с него началась наша история. На часах 22 часа 40 минут. Телефон Алины звонит. Это ее сын. Мальчик плачет и говорит, что мама ушла в магазин около часа назад, но так и не вернулась. Александр сразу понимает, что происходит что-то странное. Он пытается дозвониться до Алины, отправляет сообщение, но ответа нет. И это совсем не похоже на нее. Она никогда бы не оставила сына одного, даже на несколько минут. Мужчина садится в машину и мчится к дому бывшей жены. Но еще не знает, что увидит там картину, которую будет помнить всю оставшуюся жизнь. Во дворе уже стоят полицейские машины. Работает скорая помощь. А возле подъезда собрались люди. И тогда Александр понимает. Он опоздал. Александр выбегает из машины, поднимается по лестнице и сразу замечает людей в форме. На бетонном полу лежит девушка. Лицо закрыто волосами. Рядом большая лужа крови. Сначала он даже не понимает, кто перед ним, но затем замечает одежду.
обувь и с ужасом осознает – это Алина. В нескольких метрах от тела находится дверь квартиры. За ней все еще сидит Артем. Мальчик не знает, что произошло. У него нет ключей. И выйти самостоятельно он не может. Оперативники находят ключи в сумке Алины и открывают дверь. Все это время Александр разговаривает с сыном по телефону. Пытается успокоить его, не дать запаниковать. Артем уже видел из окна мигалки, врачей, полицейских и задает вопрос, которого боялся любой родитель. «Где мама?» И Александр принимает тяжелое решение. Он говорит, что мама просто упала, и сейчас ей помогают врачи. На самом деле, он прекрасно понимает, что больше никогда не услышит ее голос. Следователи начинают изучать круг общения Алины, проверяют родственников, коллег, друзей. Но очень быстро внимание переключается на одного человека. Андрей Коченков, бывший парень Алины, который уже несколько дней числится пропавшим. И тут возникает странная ситуация. По всему Воронежу появляются сразу две ориентировки. На одной фотографии пропавший молодой человек, которого ищут родители. На другой тот же самый человек, но теперь его ищет полиция, как главного подозреваемого. Согласитесь, выглядит это жутко. Следователи начинают проверять записи с камер наблюдения. И очень быстро получают ответ. Оказывается, Андрей никуда не уезжал, не покидал город. И все это время находился совсем рядом. Камеры показывают, как мужчина идет за Алиной. На расстоянии нескольких метров. Он не подходит к ней, не разговаривает, просто молча следует следом, будто тень. Теперь версия про случайный всплеск эмоций начинает рушиться, потому что человек, который несколько дней скрывается, следит за бывшей девушкой и избегает любых контактов. Вряд ли действует спонтанно. К поискам подключаются волонтеры, полицейские, кинологи, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные здания, лесополосы. Но результата нет. Кажется, будто Андрей просто растворился. И никто тогда еще не знает, что совсем скоро эта игра в прятки закончится. И сам Андрей расскажет, что произошло возле подъезда тем вечером. 19 августа 2023 года. Прошло больше 2 недель после убийства. Поиски продолжаются каждый день. Заброшенные дома, гаражи и старые хозяйственные постройки. Именно тогда, на улице Луначарского, оперативники замечают мужчину, лежащего возле одного из домов. Это Андрей Коченков, тот самый человек, которого родители все еще считают пропавшим. Но картина выглядит совсем не так, как ожидали увидеть следователи. Никакого укрытия. Никаких запасов еды. Никакого плана побега. Все эти дни он скитался по улицам. Ночевал, где придется. И жил, как обычный бездомный. В момент обнаружения Андрей даже не пытается убежать. Не сопротивляется. И вообще находится без сознания. При осмотре становится понятно. На его теле сильные ожоги. Следователи быстро приходят к выводу, поняв, что кольцо поисков постепенно сжимается. Он решил свести счеты с жизнью. Но этот план тоже провалился. Вместо следственного изолятора Коченкова сначала отправляют в больницу. Врачи стабилизируют его состояние, оказывают помощь. И спустя несколько дней он приходит в себя. Практически сразу в палату заходят оперативники. Им нужен ответ всего на один вопрос. Что произошло вечером 2 августа? Андрей начинает говорить. Но раскаяния в его словах почти нет.
Он утверждает, что находился в состоянии аффекта, что не понимал своих действий и что все произошло слишком быстро. Однако следователи уже знают намного больше. Они видели записи камер, изучили переписки, опросили свидетелей и восстановили события буквально по минутам. На часах 21 час 35 минут. Алина звонит сыну и говорит, что по дороге домой зайдет в магазин, купит обещанные чипсы и скоро будет дома. Для Артема это был самый обычный разговор. Он даже не подозревал, что слышит голос мамы в последний раз. Алина заходит в магазин, покупает продукты, берет пакет чипсов и направляется к своему подъезду. Но Андрей все еще идет следом. Он не отстает, не сворачивает и не пытается уйти. Возле самого подъезда он снова подходит к девушке, пытается заговорить и в очередной раз предлагает начать все сначала. Он достает кольцо, снова говорит о свадьбе, о совместной жизни и о том, что они еще могут все исправить. Но Алина уже давно приняла решение. Она отвечает отказом и делает шаг к двери. Тогда происходит то, чего она явно не ожидала. Андрей достает из кармана тот самый осколок стекла, который подобрал по дороге. Следствие считает, что именно его он собирался использовать с самого начала. Несколько секунд, и спокойный вечер превращается в кошмар. Получив тяжелые ранения, Алина падает возле собственной квартиры, в нескольких шагах от двери, за которой ее ждет сын. Андрей понимает, что произошло, но вместо того, чтобы вызвать помощь, просто разворачивается и убегает. Он исчезает во дворах, оставляя женщину одну, а ребенка совсем одного в квартире. Через некоторое время домой приходит курьер, а затем еще один сосед. Именно они первыми замечают девушку на лестничной площадке. Вызов в экстренные службы поступает практически сразу, но времени уже нет. Следователи изучают камеры и буквально поминутно восстанавливают маршрут подозреваемого. Теперь становится понятно. Никакого внезапного помутнения сознания не было. Было несколько дней слежки, попытка создать себе алиби, исчезновение, подготовка. А значит, версия защиты о состоянии аффекта начинает выглядеть все менее убедительной. Летом 2024 года дело передают в суд. Начинается процесс, за которым следит весь Воронеж. Прокурор требует сурового наказания, считая, что преступление было заранее спланировано. Адвокаты продолжают говорить о нестабильной психике и пытаются убедить суд, что Андрей не контролировал свои действия. Но родственники Алины уверены, никакой аффект не может длиться несколько дней и не может сопровождаться слежкой, подготовкой и попыткой скрыться. Самым тяжелым моментом процесса становятся слова Артема. Мальчик тихо говорит: «Я хочу, чтобы его наказали. Мне страшно». И кажется, в этот момент в зале суда не остается ни одного человека, который смог бы сдержать эмоции. Но впереди участников процесса ждет еще одна неожиданная глава этой истории. 25 сентября 2024 года. Коминтерновский районный суд Воронежа. После нескольких месяцев слушаний наступает день приговора. В зале суда тихо. Рядом сидят мать Алины, бывший муж и маленький Артем, которому теперь предстоит расти без мамы. Суд признает Андрея Коченкова виновным и назначает ему 9 лет колонии строгого режима, а также 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Кроме этого, осужденный обязан выплатить компенсацию семье Алины, 2 миллиона рублей ее сыну и еще 500 тысяч матери.
Но никакие деньги, никакие сроки и никакие решения суда уже не смогут вернуть Артему самого дорогого человека. Прокуратура считает наказание слишком мягким и пытается добиться более сурового приговора. Но областной суд оставляет решение без изменений. Казалось бы, на этом история должна закончиться. Преступник найден, осужден и отправлен в колонию. Но судьба распоряжается иначе. В исправительном учреждении Андрей почти ни с кем не общается. Часами сидит один, молчит и смотрит в стену. Проблемы со здоровьем становятся все серьезнее. Напоминают о себе старые ожоги. Начинают беспокоить последствия травм. В итоге его переводят в медицинскую часть колонии, где за состоянием заключенного постоянно наблюдают врачи. 27 августа 2025 года сотрудники учреждения заходят в палату и находят Андрея без признаков жизни. На столе лежит записка. Последнее сообщение. Последние слова человека, который когда-то называл свою одержимость любовью. В записке он просит прощения у своей матери, мальчика, которого собственными руками лишил детства. Но достаточно ли одного письма, чтобы исправить разрушенные судьбы, чтобы вернуть ребенку мать, чтобы стереть тот вечер, когда за закрытой дверью маленький мальчик писал сообщение: «Мама, вернись». Ответа на этот вопрос уже не будет. Одержимость, ревность и желание контролировать другого человека разрушили сразу несколько жизней и закончились полным одиночеством, за тюремными стенами. А как считаете вы, 9 лет колонии – это справедливое наказание? Или человек, который несколько дней выслеживал свою жертву, не заслуживал права когда-либо выйти на свободу? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Я читаю практически все сообщения. И некоторые из ваших мыслей помогают посмотреть на старые дела совсем под другим углом. Если вам интересны реальные расследования, таинственные исчезновения и преступления, которые потрясли целые города, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много историй, где правда оказывается страшнее любых предположений. Берегите себя. И до встречи в следующем расследовании.